Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз заглядывали под капот, чтобы дать вам более подробное представление о работе, происходящей за кулисами наших офисов. Сегодня мы рады поделиться с вами более глубоким пониманием пользовательских хранилищ. Это незавершенный проект, первый итерация которого была предоставлена в нашем недавно выпущенном дополнении Kansas для American Truck Simulator, который будет продолжаться разрабатываться для будущих обновлений и расширений карт. Ссылочка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана. Пока мы работаем над созданием нового дополнения к карте, участники в основном из Associations создают склады, своего рода сборные конструкции, на которых в дальнейшем создаются уникальные отрасли промышленности, которые мы знаем и видим в игре. Ранее на создание таких складов уходило довольно много времени, и часто результатов были отрасли с похожими планировками и местами для доставки грузов. Однако с созданием дополнения Kansas команда создала новое действующее пользовательское хранилище. Это новое изменение позволяет нашей картографической команде лучше контролировать расположение хранилищ, как визуально, так и в игровом плане. Это открывает ряд новых возможностей, которые в конечном итоге позволяют сделать игровой процесс более реалистичным и разнообразным, когда дело доходит до доставки на эти пользовательские хранилища обратно в игре. Начиная с фермерства и сельскохозяйственных складов, эта новая технология позволяет нам сделать каждую сельскохозяйственную ферму в дополнение к Kansas уникальной не только визуально, но и функционально. Один из членов команды, работающий над этим проектом, Вероника Би, один из наших продюсеров Депорт Ясинч. Мы поговорили с ней немного подробнее, чтобы понять проводимую работу и что это значит для игроков. Мы стараемся добавить новые хранилища с каждым дополнением к карте, рассказывает нам Вероника. Раньше создание хранилища было довольно сложным процессом. Каждое новое хранилище имело межведомственный жизненный цикл, который начинается с исследования и переходил к разработчикам массивов, затем к тестированию качества, где затем передавалось обратно разработчикам карты для внедрения. Мы также получали помощь от команды транспортных средств для новых грузов, которые обычно дополняют новые склады в DLC, дизайнеров активов для брендирования внутриигровой кампании или дополнительных активов. Создание некоторых складов может занять несколько месяцев. В случае пользовательских складов разработчики карт теперь могут создавать большую часть склада с отдельными моделями, а также добавлять новые элементы компании и сборной конструкции для подключения к нашей дорожной системе. Разработчики карты становятся основным создателем, а также сможет решать, куда водителям следует доставлять свои грузы. Мы поговорили с одним из наших картографов, Дэвидом, об изменениях, и ему понравилось работать над новым пользовательским хранилищем. Это довольно сложная задача, но именно это делает эту часть разработки карты еще более привлекательной для меня, рассказывает Дэвид. Как разработчики карты вы должны придумать каждую возможную возможность того, куда игроки могут отправиться, а также что они могут там увидеть и сделать. Игроку также должно быть приятно перемещаться и исследовать это место, так что на нас лежит довольно большая ответственность. Вы можете предоставить этот проект в 3 этапа. Первый этап – проведение исследований для каждого типа складов и их частей. Дэвид продолжает объяснять. Мы находимся огромное количество информации о складах, например, с фирмами, как они выглядят, как работают, какие грузы задействованы и так далее. Эти знания необходимы, поскольку в противном случае мы не смогли бы их построить. Итак, я хочу поблагодарить нашу исследовательскую группу, они отлично справляются с работой. Вторая фаза связана с созданием макета склада, где мы фокусируемся на парковочных местах, где игроки загружают и разгружают свой груз. Когда мы довольны макетом, наша команда вопросов и ответов проверяет его и находит любые потенциальные проблемы с этим хранилищем. На этом этапе мы также обсуждаем с командой новые модели. Третий этап направлен на то, чтобы сделать это приятным. Мы поэтому усердно работаем над тем, чтобы оживить хранилище с помощью пользовательских моделей и ресурсов и подготовить хранилище к интеграции в карту. К счастью, наша команда не одинока в задаче создания этих новых пользовательских хранилищ. Мы являемся частью большой команды, в которой задействованы коллеги из разных отделов, чему я очень рад. Поэтому что страсть каждого сотрудника привносить что-то новое в эту работу, которую я люблю.
До сегодняшнего дня у нас было только одно дополнение — Perfect Bayford Техас для элеваторов. Разработчики карты могут использовать ее и создавать окружение по своему усмотрению, но и ядро сайта самохранилища оставалось прежним и был нескольким жестоким. Вероника делится с нами, однако в дополнении Канзас игроки могут открыть для себя 6 различных элеваторов, большинство из которых основаны на реальных и отраслевых ссылках из реального города, где они находятся. Хотя этот проект все еще находится в первой фазе, Вероника говорит нам, что в будущем они надеются продолжить дальнейшее развитие пользовательских хранилищ. У нас уже есть планы использовать сочетание жестоких хранилищ и пользовательских как для ETS, так и для ATS, рассказывает нам Вероника. Я не могу поделиться большим, но у нас уже есть идея в работе по поддержке разработчиков, карт документации, ссылками, обмену отзывами от исследовательских QR-команд, asset-команд, которые обычно создают жестокие префибы и представление игрокам более уникальных площадок для поиска. Однако этот новый метод создания пользовательских хранилищ не означает, что все будущие хранилища будут создаваться таким образом. Наша команда тщательно выбирает, какие хранилища следует создавать на заказ, но будьте уверены, у нас множество идей о том, как мы можем наилучшим образом их использовать. Мы уверены, что сообществу есть что ожидать. Я очень довольна работой картографов. Мы знаем, что это была нелегкая задача. Делитесь с нами, Вероника. Я хотела бы поблагодарить сотрудников отдела исследователей, контроля качества, программистов, транспортных средств и активов, которые могли нам разобраться в фирмах и элеваторах, точках разгрузки и наполнить сцену уникальными моделями, а также использовать новый товар нашей компании. Я надеюсь, что игрокам понравится дополнение. Мы надеемся, что в ближайшем будущем их будет больше, а некоторых потенциально захватывающих особенностей игрового процесса появляются и в других отраслях. Создать их непросто, но мы с нетерпением ждем решения этой задачи. Мы надеемся сообщить вам больше новостей о развитии пользовательских хранилищ в ближайшем будущем. Вы можете ознакомиться с первой версией этих хранилищ в выпущенном дополнении Канзас для American Truck Simulator. Сообщите нам, если вы уже сделали доставку на дом из них. Ссылочка на данное DLC находится в описании данного видеоролика. После недавнего запуска Kansas DLC для American Truck Simulator мы были завалены отзывами, поступающими со всех сторон. Приятно видеть множество скриншотов и видео на разных платформах социальных сетей, рассказывающие о путешествиях лучших сообществ когда-либо. Наряду с ценной информацией у создателей контента мы ценим как позитивные отзывы, так и конструктивную критику. Сегодня мы рады показать вам некоторые отзывы, начиная с классных скриншотов и видеороликов, заполнивших наши социальные сети, истории наших потрясающих участников Best путешествующих по Канзасу, по-прежнему поражают нас, и мы регулярно делимся вашими постами с нашей командой. Продолжайте делиться этими скриншотами и видео, отметив нас в Twitter, Instagram, Facebook и TikTok. Ссылочка на все эти видео будет в посте. Страница Steam для Канзас полна позитивных энергий, благодаря многочисленным восторженным отзывам, которые она собрала. Искренне спасибо всем, кто нашел время поделиться обзором или предложить конструктивный отзыв о Канзас. Если вы хотите поделиться собственным обзором, не стесняйтесь сделать это на странице магазина Steam в Канзасе. Наш последний DLC также привлекло внимание некоторых официальных представителей прессы, например, портала Gaming Squad, который дал ему отличный обзор. Если вы уверены, стоит ли добавлять Канзас на вашу карту American Truck Simulator, ознакомьтесь с полной статьей. Ссылочка на эту статью находится в описании данного видеоролика. Мы также связаны с некоторыми из ваших любимых создателей контента, которые усердно снимали и транслировали в прямом эфире свои приключения в сфере грузоперевозок. Последним дополнением к карте искренне благодарность этим создателям за то, что они щедро делятся своими взглядами и позволяют нам донести их до читателей нашего блога. Сельское хозяйство и животноводство видно на каждом пройденном километре и передают спокойствие, столь характерное для сельской местности. Это дополнение Канзаса идеально подходит для того, чтобы насладиться им, забравшись в свой грузовик со списком любимых песен и наслаждаться всеми, что он может предложить. Без сомнения, опыт, который заслуживает того, чтобы его пережили или скорее им управляли. Сопровождали нас в Канзас. Долгожданное дополнение попало в мои руки и позволяет мне сказать вам, что путешествовать по его маршрутам, где голубое небо и великие равнины, покрытые плантациями подсолнечника, доставляет удовольствие.
СССР сделал это снова, на этот раз с Канзасом, штатом подсолнуха. Он естественно, лугов до исторических городов, таких как Додж-Сити. Вы найдете множество дорог и живописных мест, для которых стоит осмотреть качество и любовь, в которых СССР выкладывает в каждую милю, воплощенную в жизнь. Это новейшее дополнение, как водителя грузовика на песне. Я могу по-настоящему оценить реалистичность симулятора вождения, которое дает ощущение погружения и реалистичности. От всех нас в Teams Convoy мы желаем вам лучшее сообщество, когда-либо счастливого грузоперевозок. Дополнение Канзас для American Truck Simulator — настоящий шедевр. Разработчики приложили максимум усилий, чтобы запечатлеть каждый аспект этого штата в мельчайших деталях, создавая незабываемые путешествие по живописным ландшафтам. Наиболее впечатляющей особенностью является детали изображения местности очаровательных городов и аутентичной реалистичности. Качество исполнения рельефа, текстур, дорог, деталей замечательно. Чтобы создать реалистичную обстановку, DLC легко интегрируется с остальной частью игры, обеспечивая согласованность и плавный игровой процесс. Это не просто новая карта, это полноценный опыт путешествия по Канзасу, обогащающий виртуальный путешествие каждого любителя симуляторов грузовиков. Канзас какое-то было удовольствие. Это знакомство с шумными городами до поездки по открытым дорогам через прерии. Это дополнение абсолютно потрясающие и детали действительно демонстрируют заботу и продуманность, которые средства вложили в него для человека, живущего за пределами штатов. Было интересно узнать больше о штатах Сан-Флэр и его отраслях. Приезжая по нему, вы действительно чувствуете себя живым, следите за дорогой из желтого кирпича, дальнобойщики. Мы рады, что вы отправились в путешествие по дорогам Канзаса. Продолжайте делиться с нами своими приключениями. Вы используете Круиз Канзас, следите за обновлением, подписывайтесь на наш канал в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Увидимся в пути. Ссылочка на Канзас DLC находится в описании данного видеоролика. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл момент. Снова наступило то особенное время... Снова наступило то особенное время, когда на этот раз мы привнесли немного волшебства и рады предложить вам нечто невиданное раньше, нечто беспрецедентное. Мы работали над этим очень долгое время. Для нашего лучшего сообщества когда-либо мы дарим вам наше мероприятие Christmas Awards для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Присоединяйтесь к нам, чтобы окунуться в веселье и праздничные мероприятия Рождества, как никогда раньше. Правительство волшебное путешествие в рождественскую зимнюю страну, доставляя товары и подарочные наборы по всему миру. В рамках этого мероприятия мы призываем сообщество вручить 200 снежинок городам во всех территориях грузоперевозок для каждого из 5 уровней. Всего это 1000 снежинок. В качестве награды уровня игроки получают специально изготовительные предметы интерьера, каждый из которых представляет один из 5 праздничных складов. Ссылочка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана. Вы сможете отслеживать прогресс сообщества World of Trucks или непосредственно в игре, используя обновление интерфейса внешних контрактов. В этом году мы также создали специальную фоновую тему для рабочего стола Christmas Winter Events. И вам нравится думать, что он дает четкое представление о том, как повеселиться в этом Рождество. Следуйте указателю, мы надеемся, вам понравится. Он будет доступен на протяжении всего мероприятия, чтобы повысить свою осведомительность о нем, передавать вам дух Рождества. Кроме того, записывайтесь на 19 декабря с 18:00 по центральному европейскому времени на нашу ежегодную рождественскую трансляцию с участием Павла Шебора. Как обычно, будет раздача и множество интересных обновлений. Возможно, даже появится тизер к новым материалам, но наверняка будет много веселья с примесью магии СССР. Трансляция будет проходить на нашем канале Twitch, так что не пропустите.
Используйте внешние контракты с профилем World of Trucks, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или обоих сообществ. Должно доставать товары и подарочные наборы. И обратно используйте как можно больше городов. В Winterland есть 5 различных складов для всех поставок туда и обратно. Это рождественская ярмарка, Маргедонс, Нордкарс, поделки Рудольфа, снежные вершины. Ваша личная цель — выполнить для них 15 поставок, включая как минимум по одному доставку на каждое депо или с каждого склада. Используйте Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или обе игры вместе взятые. Снежинки начисляются за те города, которые доставили вы или получили из. Чтобы город получил одну снежинку, сообществу необходимо завершить 1000 доставок между ними. Каждый город может получить до 5 снежинок. Цель сообщества — собрать не менее 1000 снежинок для городов на всех территориях грузоперевозок. Уникальная награда сообщества будет заблокирована за каждый уровень. Из 200 сделанных снежинок всего 5 уровней. Награда личная. Ваш вклад в виде 15 или более поставок на 5 складов или с них принесут вам пользу. Особое достижение World of Trucks. Потрясающий красивый грузовик. Сообщество предстоит разблокировать 5 уровней. Каждый уровень принесет специальную награду из обеих игры. Основан на 5 удивительных складов. Так что давайте тащите предметы интерьера для обеих игр. Доступ в Winterland доступен с помощью портала, который материализуется после принятия любого груза мероприятия. Найдите его на карте и перейдите к нему и ищите блестки. Покидая через портал, вы можете либо доставить груз по назначению, либо отправиться в случайный город на новую работу. Примечание. Чтобы претендовать на какую-либо награду сообщества, вы должны выполнить хотя бы свою личную задачу в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или в обеих. Каждая награда будет предметом инвентаря Steam как для Euro Truck Simulator 2, так и для American Truck Simulator. После завершения получите награду на странице событий в вашем профиле World of Trucks. Мероприятие завершится в воскресенье 14 января в 23:59 по европейскому времени. Как всегда, мы с нетерпением ждем новостей в вашем рождественском приключении. В этом году и, несомненно, мнение, будем рады увидеть больше ваших фотографий, пока вы достигаете своих целей и получаете заслуженные награды. В этом особый сезон пожертвований. Поделитесь с нами своими скриншотами видео, используя хэштег в наших профилях Facebook, АТС, ЕТС, ранее X, ранее Twitter и Instagram, и мы поделимся нашими любимыми. В постоянно развивающемся мире автомобильных инноваций мы недавно заключили партнерство с Renault Trucks, чтобы предоставить их последнее чудо, полностью электрические Renault Trucks E-Tex T. Для тех, кто, возможно, пропустил шумих, предлагать эксклюзивный обзор этого увлекательного проекта. Команда Renault Trucks любезно пригласили нас на торжественную презентацию в Лионе, предоставив место в первом ряду, чтобы мы могли засвидетельствовать рождение этого новаторского электрического грузовика. Наше путешествие вышло за рамки мероприятия по запуску, позволив нам познакомиться со сборочным цехом и двигателями, и даже лично познакомиться с электронными технологиями. Но вполне на этом не заканчивается. Компания представила избранной группе влиятельных людей, захватывающий дизайн-проект под руководством специалистов и нашего собственного 2D-графического дизайнера Энни, известного благодаря покраске. Включение в комплект для тюнинга Renault Trucks DLC для ETS-2. Этой команде было поручено разработать специальные прокрасочные работы для флагманского. Окончательный дизайн будет выбран сообществом по всему миру, включая наше дорогое Best of Covers, посредством специального голосования, которое пойдет с 15 по 25 декабря. Ссылочка на данное голосование находится в описании данного видеоролика. Впервые эта уникальная покраска будет выполнена на грузовике с помощью технологии Limon Lore, передового метода, который позволяет подсвечивать слои краски на любую поверхность с помощью небольших электрических импульсов. Это нововведение создает захватывающий дисплей, освещающий различные участки покраски и многое другое. Ссылочка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана.
Мы взволнованы и поощрены тем, что наша игра сообщество талантливых исполнителей и зарекомендовавшейся себя репутация в автомобильной промышленности привели к такому эксклюзивному партнерству, приглашению, чтобы воспользоваться этой возможностью и отправиться в Лион. Мы также записали для вас еще несколько закулисных эпизодов SSX Road. Наша команда SAVX записали звуки во время тестовых заездов нового грузовика. Команда сделала контрольных фотографий грузовика. Теперь мы приглашаем наше лучшее сообщество присоединиться к следующему этапу итогу захватывающего проекта. Проголосуйте, чтобы выбрать окончательный дизайн для окрашенного. Вы можете выбрать либо красивый дизайн с алмазом эхом, либо эпический дизайн с молнией, оба из этих которых вы можете увидеть ниже. Дополнительную информацию, включая видео и закулисные создания этих дизайнов, можно найти на сайте голосования. Напоминаю, ссылочка в описании данного видеоролика. Приняв участие в голосовании, вы получите шанс выиграть фантастические призы, в том числе программное обеспечение и товар Renault Trax, а также эксклюзивный комплект Trademaster T248, рулевое колесо плюс педали. В качестве особого праздничного угощения мы подготовили эксклюзивную серию SSX Road, в котором предлагаем вам заглянуть за кулисы нашей поездки на Renault Trax. Это наш способ делиться бонусами, контентом, созданию исключительной для нашего невероятного сообщества. Ссылочка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана. Не упустите свой шанс, проголосуйте, наслаждайтесь бонусами, контентом и приготовьтесь к следующему главе в этом захватывающем приключении с Renault Trax. Оставайтесь на связи, пока разворачиваетесь этот захватывающий проект. Обновление не только об этом проекте, но и более интересные новости скоро появятся на наших каналах в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Ну что, дорогие друзья, вот такая новостная неделя получилась. Самое главное, то, что вышел в рождественское мероприятие. А с вами был, как всегда, я, Михаил с канала Пайкомэки. Не забывайте, надеюсь, кто сейчас видите у себя на экране, лайк, колокольчик и подписка на канал. Всем пока.